Слово «левиафан» очень древнее. Оно восходит к имени библейского огнедышащего и многоголового морского змея, созданного Богом среди прочих морских чудовищ. В наши дни слово «левиафан» стало нарицательным для обозначения чего-то поражающего своими размерами и силой. Сегодня у нас на столе кооперативная игра «Leviathan Wilds», по сюжету которой огромные существа сошли с ума и в хлам разнесли наш мир. Оставшиеся в живых люди нашли способ усмирять больной разум великанов. От 1 до 4 игроков будут совместно карабкаться по телам огромных существ, используя вот такую книгу сценариев, на разворотах которой нам встречается 17 уникальных левиафанов. Погнали разбираться, как во все это играть. Итак, как я уже сказал, в игре используется вот такая книга, на разворотах которой игроки могут выбрать любого монстра и попробовать вылечить его, устранив главную причину его недуга. А причина заключена в кристаллах, разбросанных по поверхности тела левиафана. Они отмечаются кубиками двух цветов, значения на которых обозначают, сколько кристаллов скопилось в этих местах. И они в начале партии размещаются каждый вот на клетке, на которых обозначено это все цифрами. Здесь вот у нас один зелененький с цифрой 4, здесь пятерочка синенькая, ну зелененькая, оно такого непонятного цвета. Вот здесь у нас троечка, ну и так далее. Помимо кристаллов на гигантах растут грибы. При подготовке к партии мы, не глядя на оборотную сторону, выкладываем 6 случайных жетонов, здесь у меня 6 лежит, их в коробке больше, грибов на специальные обозначенные места, вот на такие. Случайным образом везде раскладываем наши грибочки. Каждый герой формирует и перемешивает свою уникальную колоду. Эта колода состоит из карт персонажа, вот такие карты, и карты одного из классов, которые можно выбрать. У меня здесь сегодня, вот, например, вот этот игрок играет за класс персонажа Мендер. Это какой-то чинитель там или лекарь. И самого персонажа зовут Фикс. У него есть своя карта со своими способностями, и несколько карт добавляется в его колоду. Эта колода перемешивается. Под книгой у нас трек угрозы, на который ставится жетон. Он ставится на ту клетку, какой уровень сложности вы выбрали. Легкий, нормальный, сложный и экспертный. Давайте начнем на нормальном, тем более именно так и рекомендуется в книге правил для новичков. Под треком располагаются в случайном порядке карты угрозы. Они кладутся лицом вниз. Набор этих карт уникален для каждого великана. Мы выбрали сегодня вот этого великана, его зовут Сейдж, и вот его карты, которые тоже обозначаются Sage. Мы эти карты перемешиваем и выкладываем под треком угрозы. На нормальном уровне сложности они все начинают фиолетовой стороной вверх. Где-то рядом кладется карта истории. На ней тоже могут находиться какие-то дополнительные инструкции по подготовке. Для начального левиафана, естественно, никаких изменений в базовых правилах нет. Здесь просто нам пишут, что вот мы шли-шли и увидели вот этого левиафана, решили с ним разобраться, ему помочь. Если нам удастся это сделать, мы перевернем карту и почитаем, что произойдет в случае успеха. У каждого игрока есть свой планшет. На нем размещаются маркеры здоровья и маркеры отравления. Плюс могут быть свои дополнительные фишки, они указаны на заглавных картах колод персонажей или классов. Вот здесь, например, у нас у этого персонажа, его зовут Мистик, у него есть свои вот такие жетоны. Он эти жетоны раздает себе и каждому игроку за столом, и эти жетоны имеют свое свойство. Каким-то образом помогают нашим игрокам, все это расписано на карте этого персонажа. Игроки по порядку выбирают стартовые позиции у основания гиганта, ставят туда свои фигурки героев. Например, давайте мы сделаем вот так, что вот этот начнет у меня здесь, этот, например, здесь, а этот здесь. И вы готовы играть в игру Leviathan Wilds.
Игроки совершают действия по часовой стрелке, и первое, что делает игрок в свой ход, открывает крайнюю левую карту угрозы. Эта карта показывает, как Левиафан атакует или наносит ущерб герою, но эффект карты срабатывает не сразу, а позже, давая вам возможность среагировать. Карты угрозы разделены на две части. Вы всегда смотрите на верхнюю часть. В конце пятого хода, когда будет разыгран эффект пятой угрозы, вот мы разыграем, наступает конец раунда. Все карты угрозы перемешиваются и выкладываются снова. При этом жетон угрозы передвигается на следующую позицию и переворачивается столько карт угрозы, сколько указано под жетоном. Вот таким образом. Угрозы на перевернутых картах, конечно, становятся сильнее. Но давайте посмотрим. На обычном уровне сложности здесь написано, что персонаж, который находится выше всех остальных на карте, то есть забрался выше всех на этого монстра, получает +1 отравление, вот таким образом, и -1 здоровье, вот таким образом. Если бы эта карта была перевернута, то самый высоко забравшийся и следующий за ним по высоте получает те же самые повреждения. Но сейчас мы с вами пока на стартовой позиции, на нормальном уровне у нас ничего не перевернуто. Мы еще пока ничего не потеряли. Второй этап вашего хода – активация персонажа. Я забыл сказать, что вначале вы берете 3 карты из своей колоды. И вот в этот этап хода вы разыгрываете одну карту с руки и помещаете ее в специальный слот под планшетом. Например, вот таким образом. Вы специально скрываете нижнюю часть карты, потому что она в этом случае игнорируется. Сверху на карте указано число, которое генерирует для вас соответствующее количество очков действий. Эти очки вы можете потратить на разные вещи, плюс внизу бывают различные иконки, которые дают вам защиту. Но в данном случае здесь у нас на карте, если мы полезем наверх, вот для того, чтобы снять этот кристалл, то мы будем двигаться через вот эту клетку. Эта клетка у нас отнимает 1 здоровье. А эта карта дает защиту против вот такого действия клетки. Варианты действий такие. Можно карабкаться, тратя 1 очко за каждое перемещение. Вправо, влево, вверх или вниз. Можно прыгнуть на 2 клетки, потратив на это 3 очка действия. Казалось бы, нелогично тратить 3 очка на 2 клетки, но так можно перепрыгнуть опасности, от которых у вас защиты нет. Можно спланировать вниз. Допустим, если вы находитесь вот здесь, вы можете спланировать вниз сюда, сюда или на 2 клетки даже вниз. Даже по диагонали, тратя по 1 очку действия на каждое перемещение. При этом вы тоже игнорируете опасности, встречающиеся на пути. Можно нанести удар. Это в первую очередь касается кристаллов. За каждое потраченное очко действия вы уменьшаете значение на кубике на 1 единицу. Единственное, нужно помнить, что если вы бьете зеленые кристаллы, вот такие, зелено-синие кристаллы, они отравлены, и вы получаете отравление, то есть ваш маркер отравления перемещается на 1 шаг влево. Можно полечиться, потратив 1 действие за каждое очко восстановления здоровья. И в конце концов можно отдохнуть. Это важное действие. Для этого нужно потратить 2 очка и обязательно быть на земле или на вот таких специальных площадках, уступах. Действие «Отдохнуть» позволяет вам замешать сброс и вернуть его в колоду. Когда все очки потрачены, карта отправляется в сброс, и после этого разыгрывается эффект карты угрозы. В конце своего хода вы имеете право сбросить с руки какое угодно количество карт и добрать до 3. Казалось бы, выгодно сбросить малоэффективные карты, чтобы добрать более сильные, но тут есть одна классная фишка, которую я лично больше не встречал. По крайней мере, не встречал, чтобы эта механика так тематично обыгрывалась. Если колода заканчивается, она заканчивается. Вот эти руки на рубашках карт символизируют вашу хватку, усилие, с которым вы удерживаетесь на поверхности Левиафана. По мере использования карт колода уменьшается, а вместе с ней ослабевает и ваша хватка. И если карты кончаются, вы падаете. Вы можете специально не добирать карты, оставив у себя в руке меньше 3 карт, тем самым удерживаясь на
теле гиганта, но на самом деле падение не так страшно нашим героям, как это звучит. Можно даже специально упасть, отпустив хватку. Есть такое свободное действие. Главное следить, через что вам придется падать. Потому что если вы падаете, например, вот отсюда, вот сюда, ну, здесь уступ есть, да, вы падаете до уступа. Можете, кстати, и дальше упасть. Вы будете проходить через клетки повреждений. Зато по дороге можно сделать кучу полезных вещей. Разыграть действия на картах, нанося уроны кристаллам по дороге, собирая грибы и так далее. Отпустить хватку – это одно из бесплатных действий, которые можно выполнить в любой момент игры. К ним также относятся способности ваших персонажей. У каждого персонажа есть свои способности. Действия на картах, внизу карт, и взаимодействие с грибами. То есть вы, не тратя очков действий, можете подобрать грибы, использовать их способности, бросать их напарнику на расстоянии до 3 клеток от себя и так далее. Давайте попробуем какой-нибудь пример разыграть. Итак, я в этот раз разыграл карту вот эту. Да? У меня 4 очка действия, плюс защита от повреждений, направленных на мое здоровье. Я попробую разобраться вот с этим кристаллом. 2 очка из этих 4 я трачу на то, чтобы переместиться наверх. Раз, два. Я оказался здесь, как раз в том месте, где находятся кристаллы. Это наша основная цель. У меня осталось еще 2 действия. За 2 очка действия я могу снизить значение на кубике до 2. Кубик отравленный, поэтому, к сожалению, здоровье, вернее не здоровье, а отравление одно я получаю. Казалось бы, на этом все, и я за один ход не смог с кристаллом разобраться. Ничего страшного, можно сделать в другой ход. Но, допустим, моего напарника справа, я специально тут подготовил, есть вот такая карта. Вы в любой момент игры можете карту разыграть. Я сказал, что это бесплатное действие, и бесплатные действия можно разыгрывать в любой момент игры. И вот здесь написано, любой наш скалолаз может нанести удар, равный 2. И вот наносится этот удар, равный 2, и мы убираем этот кубик. То есть с одним кристаллом из, сколько их здесь, 7, наверное, штук, 8, мы разобрались. Ну и ход приходит к другому игроку. Эта карта уходит в сброс. Всякий раз, когда вы теряете здоровье, вы передвигаете красный маркер вправо. Всякий раз, когда вы получаете заражение, вы передвигаете синий влево. И если в какой-то момент игры эти маркеры встречаются или пересекают друг друга, вы побеждены. У ваших напарников остается всего по одному ходу, чтобы успеть выполнить цель игры, убрать все кристаллы с Левиафана. Если вам удается это сделать, вы выиграли, если нет, проиграли. Определенные эффекты игры заставляют вас добавлять карты травм. Вы открываете верхнюю карту колоды травм и кладете ее рядом со своим планшетом. На карте написано, как от нее избавиться. Ну вот, например, эта карта Clumsy. Здесь написано, что вы теперь должны, имеете право лечиться, только если находитесь на уступе. Так-то можно лечиться в любом месте, но теперь вот эта карта заставляет вас лечиться. Да? Вы же за 1 очко действия можете полечиться. Так вот, теперь вы можете это делать только находясь на уступах. И вот после этого вы можете удалить эту карту у себя, если вы выполните действие отдых, и ваше здоровье будет на максимуме. Только тогда вы сможете избавиться от этой карты достаточно жестко. Я скажу честно, поначалу игра показалась мне скучноватой. Я был расстроен, особенно учитывая, насколько мне понравилось то, как игра сделана. Ведь это одна из тех игр, где все сделано с умом. Порядок раунда расписан. Все варианты действий расписаны на планшетах игроков. Действия и последствия тематичны и понятны. Способности и эффекты просты, и в целом по принципу игра элементарна. Я ожидал мозголомности и страданий, традиционной части хороших кооперативных игр. Но первая партия подарила скорее однообразный предсказуемый геймплей, отчего стало скучновато. Я бы хотел предостеречь вас от этого ощущения и предложить сделать так, что когда вы поймете, что к чему на первом Левиафане, не доигрывайте до конца и смело переходите к другому. Разнообразие, сложность, настоящие испытания приходят с другими великанами. Там вас ждут вертикальные монстры. Монстры со своими особенностями. Ну, давайте я вам ради примера покажу одного монстра, который мне показался очень забавным. Вот, смотрите, какой красавчик. Он у нас одноглазый. Вот его глаз.
И у него есть вот такая специальная карта. Она в начале партии закрывает вот эту часть. И получается, что у него глаз будет то открыт, то закрыт. Его карты, которые идут, вот эти карты угрозы, именно на этих картах, причем мы карту, где он глаз открывает, она кладется всегда последней, он этот глаз открывает. Зачем нам это нужно? Дело в том, что у него есть своя собственная карта, вот такая, называется Watchful Eye, то есть какой-то внимательный взгляд. На него располагаются свои кристаллы с пятерочками внутри. Ну, то есть прямо у него поражен глаз, его тоже надо вылечить. Пока он закрыт, мы этого делать не можем. А когда он открыт, мы можем с этих ячеек тоже убирать вот эти кристаллы, лечить. Вот где начинается настоящее разнообразие. Еще большой плюс игры – это разнообразие героев. Герои разные, у каждого свои способности. Вот про этого я сказал, да, он раздает свои жетоны. Эти жетоны позволяют другим игрокам вернуть немножко свою колоду. То есть у вас будет формироваться сброс, и вы можете этот жетон перевернуть и две карты случайным образом вернуть себе обратно в колоду. Вот этот персонаж, Севи, у него тоже есть свой жетон. Он может этот жетон размещать на любую клетку на монстре. Этот жетон позволяет игнорировать угрозы и так далее. Просто помогает вам как-то проще справляться с монстрами. И прочее. Вот есть такие жетоны, маркеры. Они обозначают очень интересную вещь в игре. Когда вы открываете какую-то угрозу, карту угрозы, здесь говорится о том, что, ну, например, мой герой находится здесь. Вернее, он начал свой раунд здесь. И здесь написано, что активный герой получит 2 повреждения плюс еще 1 инжури, вот такую карту, на любой клетке вокруг вот этого жетона. Жетон здесь размещается, и вот здесь обозначается, кто получит эту угрозу. Кроме того, если враг промахнется, то есть никто не получит угрозу, то у нас откроется глаз. И это нам поможет как-то. Да, достаточно сурово. И наша задача, я же говорил, что у нас есть время подумать, как избежать этого. Наша задача уйти с этого места. Вот. Причем, конечно, желательно еще сделать так, чтобы в зоне поражения не оказались наши напарники. Еще у игры прекрасный продакшн. Я не уверен, что вот из этого то, что вы видите на столе, базовые компоненты, что делюксовые, в любом случае они очень крутые и очень приятные. Вот эти двухслойные планшеты, толстые жетончики, на мой взгляд, все шикарно. Оформление необычное и, на мой вкус, это все красиво. Поначалу немного не понравилось размытое изображение великанов, но оно не отталкивает, зато на нем все прекрасно видно. Все символы, все линии, в плане дизайна и удобства игра получает от меня твердую 5. В итоге мы имеем, с одной стороны, классический кооператив, где нам совместно нужно решать сложную головоломку, справляясь с постепенно усложняющейся ситуацией за столом. Игру, в которой во многом исход партии определяет то, как вы умеете заранее планировать свои действия, а не бездумно рваться, мочить всех. С другой стороны, это необычный игровой опыт, потому что тут мы перемещаемся по довольно большой расчерченной карте. И вот таких игр мне еще не попадалось. Каждый ход нужно тщательно обдумывать, но сложность головоломок вполне доступна, и игровой процесс доставляет много удовольствия. Я еще раз хочу обратить внимание, что я сказал, что игра мне показалась простой. Это не так. Первый Левиафан может быть, но дальше вас ждут испытания, так что если вы не любите ломать за столом мозг, возможно, игра не для вас. С другой стороны, в игре довольно легко можно регулировать уровень сложности и на треке угрозы, и при выборе карт персонажей и левиафанов. Вот здесь вот у нас есть такие звездочки, ну или солнышки, обозначающие уровень сложности. В общем, мне показалось, что это одна из тех игр, при создании которой авторы вложили максимум любви в свое детище. И пусть это совсем не означает, что это обязательно будет шедевром, у таких игр есть шанс завоевать любовь настольщиков. А на этом у меня сегодня все. С вами был Дмитрий и канал Geek Media. Играйте в настольные игры. Всем хорошего. Пока-пока.